В старом здании школы в Чикаго царила привычная суета перед музыкальным конкурсом. В актовом зале звучали настройки инструментов, где-то тихо обсуждали предстоящие выступления, а родители и учителя занимали места, неспешно попивая кофе из бумажных стаканчиков. Среди участников была девочка по имени Эми, которую почти никто не знал. Худая, с чуть сгорбленными плечами и в потертом свитере, она держала в руках старый скрипичный футляр. Когда Эми вышла на сцену, зал наполнился шепотами и удивленными взглядами. Кто она такая, откуда появилась, почему у нее такая ветхая скрипка? Даже члены жюри обменялись взглядами с сомнением. Но Эми молча раскрыла футляр, осторожно вынула инструмент, словно это было нечто живое и родное. Она встала посреди сцены, опустив глаза, и спустя мгновение заиграла. Ее игра была не просто музыкой, а настоящей исповедью, тихой, нежной и чистой, словно утренний морозный воздух. Звуки раскрывали одиночество, страх и вместе с тем надежду, которую Эми хранила в сердце. В зале воцарилась глубокая тишина. Даже самые шумные дети и родители замерли, слушая каждую ноту. Когда последняя мелодия стихла, в воздухе повисла магия. В первые секунды раздался одинокий аплодисмент, затем второй, третий, и зал взорвался овациями. Люди вставали, хлопали стоя, некоторые вытирали слезы. Учитель музыки, сидевший у рояля, казался, словно заново обрел веру в свое дело. Даже строгий директор смотрел на Эми с удивлением и тихим уважением. Позже, за кулисами, Эми держала футляр, сердце ее все еще колотилось от волнения. Она не ожидала такого принятия и понимания. К ней подошел один из ребят, ранее смеявшихся над ней, и тихо извинился. Теперь в его голосе не было насмешки, только смущения и сожаления. Эми лишь кивнула, не держа зла. Учительница музыки подошла к ней с блеском в глазах, говоря, что увидела в Эми настоящий талант и что музыкальный колледж уже хочет пригласить ее на прослушивание. Девочка едва могла поверить происходящему, за один вечер ее жизнь изменилась. Теперь ее не просто знали, а уважали. Прошло несколько месяцев. Эми стояла на сцене местного культурного центра в Чикаго, в том самом зале, где когда-то над ней смеялись. Теперь же зал был наполнен людьми, пришедшими послушать ее. Она села за рояль и начала играть, вкладывая в музыку всю свою боль, стыд и силу. Каждый аккорд рассказывал ее историю, историю девочки, которая не сломалась, истории правды и внутреннего света. Когда последний аккорд затих, зал взорвался аплодисментами. Эми не спешила вставать, ее лицо озаряла легкая улыбка. Она знала, что теперь ее услышали, и что ее свет может согреть даже тех, кто когда-то не верил в нее. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.